Поляки, там бошку задурили им их недобитые шляхтичи. Шляхта, вы знаете. Фюрер Гитлер не доделал одно важное дело. Он не добил шляхту. Нужно было всю шляхту польскую добить. Не добил. Вот, поэтому сейчас поподнимали голову. Это та шляхта, которая уничтожила Польшу первый раз. Ведь была же Речь Посполита от моря до моря. Была. Почему она погибла? Шляхта уничтожила. Шляхта своей вольницей уничтожила Польшу. Никто другой. Они сами ее раздолбали. Вот. И теперь она опять толкает, эта шляхта, Польшу туда же. Задурили народу польскому мозги. Вот сейчас, судя по всему, прояснение наступает. И прояснение наступает от простого шага. Ядерные ракеты возле польских границ, в Белоруссии. У меня был интересный эфир. Эфир был у меня, значит, на одном из арабских каналов. Вот. Меня столкнули в пикировке с поляком. И поляк начал свое выступление с того, как раз по ядерному вопросу. Начал выступление с того, что он заявил: моя мама сильно напугана размещением ядерных ракет России в Белоруссии. Но я ее успокоил. Путин туда ее не решится доставить, туда ядерное оружие, и тем более угрожать Польше не будет. Ну, дальше он развивал эту тему, что Путин нерешительный, и так далее, и так далее. Я ему ответил: вы зря успокоили свою маму. Ядерные ракеты поставлены будут, и все будет нормально. Вот. Ну, потом я не буду вдаваться в подробности, все перипетии разговора. В одном из завершающих эпизодов я ему сказал простую вещь. Вообще, польскому народу надо очень хорошо помнить одну простую вещь. В Польше в Раде найдется, говорю, 40 средних и больших городов. Ну, нету там такого числа городов. Это означает, что всего-навсего 4 ракеты с одной из подводных лодок, из 16 имеющихся, Польшу как государство, а польский народ как нацию уничтожат. Или же залп всего 2 дивизионов ракет «Искандер» в ядерном снаряжении уничтожит Польшу и поляков как нацию. Поэтому надо это всегда помнить. Времени для того, чтобы уничтожить Польшу полностью, физически, России нужно ядерным оружием, я имею в виду ядерным оружием, ну, около 30 минут. Поэтому, говорю, вы когда начинаете говорить об этом, вы должны хорошо помнить одну простую вещь, что в ядерной войне значение имеет только 2 фактора. Это площадь страны и количество ядерных боеголовок у атакующей страны. Все остальное, численность населения, там, моральный дух, промышленность, ровно счетом никакого значения не имеет, потому что там все останется радиоактивная пустыня от населения и всего остального. Поэтому, говорю, надо быть осторожным. А что касается, говорю, ваших западных хозяев, ну, честно ответьте себе на вопрос. Если дело дойдет до применения тактического ядерного оружия на территории Польши со стороны России, как вы думаете, американцы пойдут на то, чтобы себя убить ценой уничтожения России в результате ядерного обмена? Американцы пожертвуют своей страной ради Польши. Я отвечаю, говорю, нет. Вы останетесь 1 на 1 с нами. Поэтому, говорю, будьте очень осторожны. Он там поверещал про мою агрессивность. Ну, успокоился. Вот так. Да. А? Ну да, я ему еще объяснил одну простую вещь. Вы поймите, говорю, когда Польша была в составе Варшавского договора, она была гарантированно защищена ядерным потенциалом России, Советского Союза, по той простой причине, что в Советском Союзе категорически отрицали понятие ограниченной ядерной войны. Это четкое объяснение. Мы всегда говорили, что ограниченной ядерной войны не будет. Если хоть где-нибудь, когда-нибудь будет применено ядерное оружие, Советский Союз ответит полным ракетным залпом и уничтожит врага полностью. А у американцев такая теория была. И они опять ее вытащили.
После того, как мы после этих заявлений тоже это отменили, поэтому там был так называемый рубеж по Рейну у американцев. Тогда, как только российские, советские войска пересекали Рейн, ну, тогда они переходили к полномасштабному ядерному удару по советской территории, мы по американской территории, по Европе, а там по 30 тысяч ядерных боеголовок с каждой стороны. И после вот этой всей прелести мы еще, так сказать, уже не тайно, мы собирались еще воевать там, во всей этой Европе радиоактивной, своими танковыми колоннами. Поэтому у нас на танках был специальный подбой противорадиационный, там на Т-55. Знаете, чем 55-й от 54-й отличается? Главное отличие, нет? На Т-54 не было подбоя, а на 55-м, танк Т-55, был мощный слой свинцового подбоя для того, чтобы он мог воевать в условиях там, мощного радиационного заражения, тараном идти до Бискайского залива. Там суровый был Советский Союз в этой части. Вот. Поэтому американцы понимали, ударят они по Польше, получат полновесный ядерный удар. Но на территории Польши ядерной войны быть не могло по определению. Она могла быть только всеобщей. А сегодня, говорю поляку, имейте в виду, у американцев есть теория ограниченной ядерной войны. И мы против нее пока еще ничего не сказали. То есть мы тоже можем вести ограниченную ядерную войну. Ограниченная ядерная война, по американским взглядам, наши пока ничего не провозглашали, предполагает, что ядерное оружие будет применяться на территории третьих стран. Не затрагивая территорию США и России, чтобы там не было обмена ядерного. Поэтому если вы хотите, то, пожалуйста, территория Польши может стать театром, таким красивым театром, совсем небольшой, маленькой ядерной войны. Вам это хочется? Представьте себе, пару десятков ядерных бомб со стороны США и столько же со стороны России. Как вам? Поэтому говорю, не Путин, как он говорит, безумец, ведет Россию в катастрофе. Он в катастрофе Россию не ведет, он ведет страну к возрождению. Это на арабском канале я говорю, это реально так. А ваши, говорю, безумные по-настоящему президенты и лидеры ведут вашу страну, Польшу, к гибели. Причем не виртуальной, а настоящей, физической, после которой понятие «поляк» исчезнет из-за земли, а польский язык станет мертвым. Поэтому не делайте этого. Это опасно. Для американцев вы всего лишь расходный материал.